Ну что ж, вот и наступило мое первое утро в походе. Вчера, как вы помните, я остановился на этой стояночке. И сегодня утром светит яркое солнышко. Правда, по температуре все равно очень мало, всего лишь градусов 5. Но, тем не менее, я установил свою солнечную панель. У меня заряжаются аккумуляторы для камеры, которые вчера вообще не держали зарядку. Мне на день хватило только 2 аккумуляторов целиковых. Я уже сварил себе каши с топленым маслом, повидлом. И, покушав, собираюсь в путь. Ну вот, прокопавшись на этой стоянке до 12 часов дня, я наконец-то отчаливаю. Небо опять заслонили тучки, но пока дождя не предвидится. Поэтому, пользуясь случаем, надо будет пройти озеро Хабозеро и, по-моему, войти в озеро Имандра. Вперед! Как сегодня поменялась водная обстановка. Вчера волны были выше борта, а сегодня практически полный штиль. Правда, я сейчас нахожусь в Губе, это заливчик Хабозера. И, возможно, когда я выйду на открытую воду озера, там будет дуть. Но посмотрим. Сейчас, конечно, грести одно удовольствие. Светит солнышко, пусть и через тучки. Уже мне не холодно. Впереди возвышаются сопки Кольского полуострова. И впереди меня ждет море приключений. Настроение просто замечательное. Надеюсь, вам оно тоже передается. Вот прямо по курсу одна из сопок Кольского полуострова. А чуть правее от нее атомная электростанция Полярных Зорь. По-моему, если я ничего не путаю. А перед ними просто огромное ледовое поле. Вот как это выглядит. Прям я причалил к льдине. Бескрайней льдине. Да. Вот что ждет меня впереди. Сопки и лед. Учитывая сложившуюся обстановку, мой каяк Каньон Соло превратился в ледокол, который бороздит просторы почти что ледовитого океана. Так что контент и приключения обеспечены. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, и это мне очень поможет снимать впредь интересные видео о походах и радовать вас интересными приключениями. Ну что, шутки шутками, а озеро-то еще не полностью скрылось ото льда. Впереди реально ледовый плен. Вот это да, дошутился. Что делать-то, блин? Проводить лодку по берегу с веревкой. Других вариантов попросту нет. Как я собираюсь здесь сплавляться, вообще непонятно. Ну вот и приехали.
Ну что ж, друзья мои, я дошутился. И начинается выживание в самом прямом этом смысле слова. Вы только посмотрите, какие здесь льдины лежат по берегам. Все озеро абсолютно во льду. И у меня остается единственный шанс разгружать лодку, брать рюкзаки и перетаскивать это все челночным методом до открытой воды или вообще даже до речки, в которой я собирался впадать из озера. За раз я все унести не могу, то есть мне как минимум нужно будет делать 2 ходки, потому что у меня 2 рюкзака и лодка. В общем, приключения я хапну по самой не балуйся, друзья. Ну, тем интереснее вам будет смотреть на мои превозмогания. Решил сходить на разведку, проверить ледовую обстановку. И этот поход осложняется тем, что по берегу у воды навалены огромные булыжники, а справа болотина. С моими короткими сапогами я там просто не пройду. Поэтому придется ломиться через вот этот вот курумник. Да. Приключение еще то. Больше, конечно, всего мне не хочется испытать тот сценарий, при котором мне придется все это перетаскивать на себе. Потому что, во-первых, это займет несколько дней, а во-вторых, я изрядно выбьюсь из сил. Ни того, ни другого мне бы, конечно, не хотелось. Ну вот, мне удалось выбраться на берег. Под ногами все хлюпает. Здесь конкретная болотина. Сейчас дойду до ближайшего мыса и оттуда рассмотрю ближайшую обстановку. Ну что ж, добрался я до мыска. И абсолютно весь залив, как можно видеть, находится подо льдом. Фух. Не знаю, что там дальше, конечно, просмотреть не получается. Но единственный мой шанс хоть как-то продвинуться вперед, это вот дотащить вещи вот до этого места, спустить байдарку вот здесь на воду и прорубиться вот в этих льдинах, чтобы выйти вот туда вот, на открытое место. Там обогнуть вот тот мысок, где находится ельник, и дальше уже уходить вправо, а там будет моя река. Но если там будет все во льду, значит придется также обходить по берегу. Вот как-то так. Перенос вещей вот даже до этой точки, где-то по расстоянию метров 500, и то займет у меня, наверное, не меньше часа, а может быть и больше. Но вариантов нет. Чем раньше начну, тем раньше закончу. Конечно, ощущения непередаваемые. Приехал на сплав, а хожу пешком по льду. Чтобы вы понимали масштаб катастрофы, вот я сейчас выйду на лед, вот. И он такой толщины, этот нас, что он спокойно держит меня, он даже не прогибается. То есть здесь сантиметров 10 льда еще. То есть просто Северный полюс. Вот там, кстати, за сопками уже Северный Ледовитый океан. Приключения. Так, ну вот обнос на льде завершен. Я уже погрузился пока временно в байдарку и начинаю прорываться дальше через льды. Надеюсь, у меня это получится.
мне все-таки удалось выгрести на участок с чистой водой. Слева по борту как раз вот остаются те самые торосы ледяные. А впереди виднеется мыс, за которым мне нужно будет уйти направо. Надеюсь, там тоже ждет меня открытая вода. Решил выбраться на мысик, за которым мне нужно будет сделать поворот, чтобы посмотреть дальнейшую водную обстановку, ну и вообще посмотреть это местечко. Ну, как я и предполагал, тут обустроен очаг. Делают здесь, наверное, стоянки. Туристы либо обедают. Красивое очень место. На продуваемом бугорке. Особенно это ценно, конечно же, в летний период времени, когда комары сейчас от ветра лучше бы наоборот. Ну и шикарный здесь вид на снежные шапки Кольского полуострова. Посмотрите-ка. Я сейчас поднялся на верхотуру. Вон они вдалеке. Очень смешанные чувства. Вроде плывешь по воде, а вокруг льдины. Ну и вот круговая панорама моего озера. Вот оттуда, откуда-то я пришел. Ну что ж, как можно видеть, на самом краешке моего мыса снова водный торос ледяной. Но его здесь можно либо пробить веслом, либо протащить байдарку. Дальше кусочек открытой воды. И дальше еще один мыс, где опять, собственно, ледовая преграда. Видимо, так и придется прорубаться вплоть до начала реки, потому что речка должна уже быть без льда, так как там присутствует быстрое течение. Следующий мыс, за которым встает крутейшая панорама Ибинских гор. Грандиозно. Ну что ж, ситуация полностью повторяется. И снова меня встретили непроходимые ледовые заторы. Сейчас нужно будет подтащить байдарку к берегу и заниматься переноской вещей. Как можно видеть, через некоторое время ситуация повторилась. Впереди меня снова ледовые заторы. Снова я буду выгружаться и переносить груз. Целый день я самоотверженно пробирался через айсберги и причалил к ледяной поляне. Нашел хорошее местечко на высоком берегу для установки лагеря. Я уже затащил наверх байдарку, разгрузил ее, подготовил костровище. Сейчас буду ставить котелок и готовить ужин. Здесь у меня будет находиться палатка с просто шикарнейшим видом на озеро. Я решил, что будет неплохо ввести рубрику под названием «Посиделки у костра», в которой я буду вспоминать, что случалось со мной в походах, комичного, интересного, трагического, опасного, в общем, всякого разного.
И вот сегодня первый вечер для затравки будет коротенькая история. Перед походом, когда я путешествовал в кругосветке, я прочитал трилогию книг, по-моему, Михаила Глуховского «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035». Роман повествует о постапокалиптической жизни москвичей в подземном метро. Есть еще и вселенная метро, это где другие авторы пишут свои книги по мотивам метро 2033. И вот там есть тоже несколько книжек одного автора, по-моему, тоже трилогия, называется «Север» или что-то вот такое вот. И там повествуется как раз вот об этих самых краях, в которых я сейчас нахожусь. И вот тем еще и интересен для меня этот поход, что я смогу пройти по этим местам, по которым шел герой, который встретил упавшего на парашюте летчика, который потерял свой самолет, и по его просьбе отправился спасать дочь. Встретил ее на базе подводных лодок, и вместе они пошли потом спасать город Полярные Зори. Было масса приключений и всяческого интересного. Ну вот, и как видите, у меня тоже без приключений не обошлось. В этих самых местах я борюсь пока что с непогодой. Кто-то будет еще впереди. Ну, а на этом все. Посиделки у костра продолжатся завтра. Ваше здоровье!